Нужно ли принимать кальций с витамином D3 и омега-3? Дело в том, что я уже говорил по поводу кальция. Кальций усваивается только в том случае, если человек принимает его совместно с витамином D3. И когда необходимо понимать, что вам необходим кальций. Первое. Какие есть симптомы недостаточности кальция в организме человека и как это сказывается? Первое. Раздражительность. Второе. Взрывчивость, то есть вспыльчивость. То есть когда человек обычный в своей жизни нервничает, то он нервничает плавно, точно так же плавно отходит. Это связано с тем, что кальций увеличивает сокращение мышечной ткани, сокращение сердца. И за счет этого, когда у человека появляется стресс, выделяется адреналин, мышечная ткань сильнее сокращается и так далее. В случае, если кальция не хватает, то у человека это происходит так. У человека появляется стресс, но у него не аритмия начинается, выделяется огромное количество адреналина, и у него появляется паническая атака. У него появляется эпизод с вспотеванием, гипергидрозный. У него может появляться такой эпизод, когда вспыльчивость и долго не может успокоиться. Утром человек не может проснуться, во сколько бы ни лег вечером, утром сон или пробуждение сложное, после чего вставание сложное, концентрация низкая и так далее. Также очень часто высокий холестерин может показывать на то, что кальция недостаточно. И введение кальция с введением витамина D3 обычно и приводит к уменьшению холестерина в крови. Связь в этом тоже имеется. Именно поэтому, если белки глаз желтые или желтеют, в случае, если нет сил, в случае, если появляются вот такие панические атаки, которые связаны с сердечным клапаном, это все можно восстанавливать, дополнительно принимая кальций. Самый лучший кальций, насколько мне известно, себя нельзя хвалить, сделали мы в нашей компании, он называется кальций цитрамин. Это легко усваиваемый кальций, очень быстро он усваивается и быстро работает. Рекомендую детям, у которых есть, я их называю адреналиновые дети, у которых есть вот такие гипервозбужденные состояния, когда дети не могут подолгу успокоиться вечером. Вообще, по поводу детей я очень часто говорю такие слова. В случае, если у ребенка не хватает магния, у него исчезает элемент успокоения. То есть в случае, если ребенок пришел из садика или из школы и не может успокоиться, скачет на стуле, все время выкрикивает, вытаращивает глаза, ставите тире и пишите: не хватает магния. В случае, если ребенок не может утром проснуться, а когда просыпается, то все его движения начинаются или становятся резкие. При этом сам по себе ребенок медлительный, часто бьет колени, падает на пол, цепляется ногой и так далее. Ставите тире и пишите: не хватает кальция. Если ребенок вспыльчивый, подолгу не может успокоиться, если у него нарушен сон, если утром плохо просыпается, то в утреннее время даете ему кальций. В какой дозировке? Четверть чайной ложки на стакан теплой воды в утреннее время после приема пищи. И на протяжении дня даете мой магнумцит 300, 1 столовая ложка на стакан воды один раз в день во второй половине дня, желательно ближе к вечеру, то есть после 6 или после 7 часов вечера. Для взрослых 1 чайная ложка кальция цитрамина или цитрата кальция на 1 стакан теплой воды, желательно в первой половине дня после приема пищи, и магнумцит 300, 1 столовая ложка на 1 стакан воды 2 раза в день, утром и вечером.